Вам надоело быть хорошим для всех. Люди используют вас в своих целях, а вам это не нравится. Можно ли с этим что-то сделать? Нужно ли что-то делать? То, что люди манипулируют друг другом, это нормально. Если вы просите передать вам за обедом соль, это тоже манипуляция. Если вы кому-то помогаете в ответ на его просьбу, это тоже вариант манипуляции. А почему тогда мы не хотим быть объектом манипуляции? Мы не хотим этого только в одном случае, если нам это не нравится, если нам это доставляет дискомфорт. Этот дискомфорт является настоящей проблемой. Люди постоянно коммуницируют друг с другом. Мы помогаем или мешаем окружающим, или просто игнорируем их. И все это мы делаем с одной единственной целью. Сделать свою жизнь комфортнее, получить удовольствие. Когда мы просим, заставляем, умоляем кого-то помочь нам, то мы хотим получить от этого удовольствие. Нас в принципе не волнует, что чувствует в это время другой человек. Единственная ситуация, когда мы можем задуматься о чувствах другого, это когда мы испытываем сильный дискомфорт от того, что просим делать другого. Тогда мы начинаем сочувствовать. Почему я так считаю? И почему хочу поделиться своим мнением с вами? Это канал «Аппаратная психотерапия Аудиокатарсис» и я ее ведущий, доктор Родион Кузнецов. Уже четверть века я занимаюсь математической моделью нервной системы. И на этом канале я знакомлю вас с практическим применением данной модели. Каким образом знания принципов работы нервной системы помогут вам вернуть в свою жизнь радость каждого дня, энергичность, уверенность в себе, спокойствие. Все, что мы в своей жизни совершаем, мы делаем с одной единственной целью – быть счастливым. Вы смотрите это видео потому, что вам это интересно. Вам это доставляет удовольствие. Это делает вас немного счастливее. Я рассказываю вам по той же самой причине. Почему достижение счастья, получение удовольствия так важны для нас? И почему мы всячески стараемся избежать дискомфорта и боли? Если у вас при просмотре этого ролика появились неприятные ощущения, то переключайтесь на другой. Не мучайте себя. Какова настоящая причина нашего поведения? По нашим нервам не протекают ни образы, ни звуки, ни желание помогать, ни стремление манипулировать другими. По нервам протекает только электрический ток, который мы называем нервными импульсами. Циркуляция электрической энергии в нервной ткани – единственная задача нервной системы. Химические элементы, гормоны, медиаторы, жиры, белки, углеводы являются только способом реализации этой циркуляции. Нервная система имеет огромную протяженность, колоссальное электрическое сопротивление. И для того, чтобы все это работало, нужно очень много электроэнергии. Чем больше электрической энергии поступает в мозг, тем большее количество волокон и связей может быть задействовано. Тем больше процессов может производить наша нервная система в единицу времени. Мы называем это явление своей энергичностью. Когда в центральную нервную систему поступает много электроэнергии, мы горы способны свернуть. Мы счастливы, мы энергичны, мы добры. Когда поступление энергии мало, мы находимся в глубокой депрессии. Мы не способны любить, мы не способны творить, мы не хотим жить. Стремление нервной системы к максимальному энергопотреблению и наше стремление к счастью – это одно и то же. Какое отношение все вышесказанное имеет к вашему желанию или нежеланию быть хорошим? Если, помогая другим, вы счастливы, то вы все делаете правильно. Если же при этом испытываете какой-то дискомфорт, значит в это время энергообмен вашей нервной системы уменьшается. А почему он вдруг уменьшается? Дело в том, что единственным поставщиком электроэнергии в нервную систему являются рецепторы. Эти генераторы преобразуют в нервный электрический сигнал все виды окружающей нас энергии. Источник энергии для работы рецепторов всего два: окружающий нас мир и изменение внутреннего состояния нашего организма. Окружающий мир – это энергия Солнца, Земли, воды, воздуха. Эта энергия беспредельна. И наша задача просто черпать ее. Столько, сколько мы можем. Сильные же изменения химического и физического состояния нашего организма мы воспринимаем как физический дискомфорт, как боль. И коэффициент полезного действия этого источника энергии очень невелик. Ведь для того, чтобы воспользоваться изменениями состояния нашего организма, мы должны эти изменения создать, потратить на это свою энергию. Поэтому, чем больше мы пользуемся аккумуляторами, тем больше энергии мы тратим на их зарядку. Дефицит энергии во время подзарядки аккумуляторов мы называем усталостью, утомлением, истощением, выгоранием, депрессией, стрессом. А зачем пользоваться энергией боли, если есть энергия Вселенной? Дело в том, что в результате перенесенных травм и заболеваний возникает большое количество новых нервных путей, что увеличивает электрическое сопротивление нервных путей. В мозг поступает меньше энергии,
И наш мозг компенсирует это снижение подключением аккумуляторов. На какое-то короткое время поток электроэнергии в мозг увеличивается. Я описал ваше состояние при вашем желании быть хорошим. Вас о чем-то просят, вы испытываете некий дискомфорт, и вы делаете все, о чем вас попросили. Через очень короткое время появляется дефицит энергии. Вы испытываете усталость. И вы уже не понимаете, зачем вы это сделали. Вы вновь испытываете негативные эмоции, вы злитесь, сердитесь. Энергопотребление нервной системы увеличивается, вам становится лучше. То есть за время, пока вы были хорошим, вы дважды испытали подъем энергии. И когда ситуация повторится, вы снова будете делать то же самое. Но результат будет все равно один. Вы будете испытывать усталость. Поэтому вам не нравится быть хорошим, но раз за разом все повторяется. А что будет, если не стараться быть хорошим для всех? Ничего у вас не получится. Ведь вы лишаете свою нервную систему энергетической подпитки. Вы можете обзывать себя или своего близкого слабохарактерным человеком, но это ничего не изменит. Подробнее о работе нервной системы вы можете прочитать в книге «Медицины, которой нет». Ссылки в описании. Есть ли выход из сложившейся ситуации? Я уже сказал, что выход нужно искать только в том случае, если данная ситуация не делает вас счастливым, приносит вам страдания. Все возможные психологические тренинги и приемы не дадут эффекта. Ведь советы вам будут давать люди, которые не испытывают дискомфорта от этой ситуации. Сытый голодного не разумеет. Он будет давать советы, которые сделают счастливым его, а не вас. Единственным выходом было бы убрать боль, дискомфорт из этой ситуации. Сделать так, чтобы электрическое сопротивление нервных путей уменьшилось. Энергия боли стала бы не нужна. В этом случае вы можете помочь, можете отказать, но в любом случае вы будете счастливы от своего решения. Таким выходом является аппаратная психотерапия аудиокатарсис. Этот физиотерапевтический метод изначально создавался для восстановления нормальной проводимости нервных путей, для лечения хронических заболеваний. Только потом было замечено, что наше психологическое и физическое здоровье – это один и тот же процесс. И метод стал психотерапевтическим. Что вам нужно сделать, чтобы избавиться от этой проблемы? Просто надеть наушники и продолжать заниматься своими делами. Представляйте, что вас просят о помощи. Все остальное аппаратная психотерапия сделает сама. Сначала вы будете испытывать желание помочь. При этом будет появляться физический дискомфорт, характерный именно для вас. Сначала эта ситуация станет вас раздражать. Чем дальше, тем сильнее. Пожалуйста, продолжайте. Спустя какое-то время данная ситуация станет вам безразличной. Продолжайте. И достаточно скоро вы заметите, что вы начали улыбаться, думая об этом. Ситуация будет приносить вам все больше и больше радости. Это все последовательные этапы постепенной смены энергоснабжения. С боли на окружающий мир. Сколько времени займет курс? От 10 до 200 часов сеансов. Все зависит от выраженности вашей проблемы и ее длительности. Проводите сеансы аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Наполняйте свою жизнь счастьем, энергией. Перестаньте бояться быть хорошим. Просто будьте счастливы.